Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я показываю, как приготовить крем сливочный с маскарпоне, как им выровнять вот такой торт и как им этот торт украсить, как он окрашивается, какими насадками можно это сделать. Этот крем готовится буквально за 5 минут. И также легко им выравнивается торт. Он очень приятный на вкус. Какие взять дополнительные ингредиенты для него лучше, все это я расскажу и покажу в данном видео. И с ним справится буквально новичок. Здесь у меня большая порция, сразу на 3 вида десертов я буду украшать, поэтому я озвучивать буду большую порцию. Вам же я ссылку оставлю в описании. В описании к видео все пропорции на маленькие, более на маленький вес. Здесь у меня 500 грамм маскарпоне, сыра маскарпоне, 300 грамм сливок, 300 грамм сахарной пудры. Здесь у меня на тройную порцию, еще раз повторяю, и 750 грамм сливочно-творожного сыра и творожного сыра. Сейчас я все буду объяснять, как с ним работать. Вот смотрите, это сливочно-творожный сыр Филадельфия. Это вот оригинальный сыр, я вам показываю. А вот это в квадратной пачке, прямоугольный, это творожно-сливочный сыр. Видите, насколько разнится у них консистенция. Меня заваливают каждый день вопросами по поводу этих сыров. Чем они отличаются? Отличаются они очень сильно консистенцией. Примерно жирность одинаковая. Вот этот сыр в овальной упаковке, это более дешевый вариант из обычного супермаркета. И это он наподобие именно сыра Филадельфия. Видите? Девочки, кто в Германии, это сыр из Лидла. Также 1 пакетик ванильного сахара. Добавляю его сразу в сливки, потому что, чтобы ванильный сахар хорошо разошелся в сливках, и обязательно перемешиваю, иначе он пойдет комками, этот сахар. Во-первых, все эти ингредиенты очень холодные у меня. Все сыры и сливки, соответственно. Ну, за исключением, конечно же, сахарной пудры. Я перемешиваю сливки с ванильным сахаром, чтобы они просто не пошли комками, этот сахар в сливках. И отставляю это пока в сторону. Сейчас моя задача переложить весь сыр в дижу миксера и просеять туда сахарную пудру. Вот обратите внимание, здесь у меня насадка у миксера весло, либо лопатка ее называют. Вот так она выглядит у большого планетарного миксера. И также бывает у некоторых миксеров вот такая резиновая прослойка сбоку. Вот ей я начну сейчас перемешивать вот эту огромную порцию моих сыров. Я берегу здесь свой венчик. Это можно и венчиком сделать в более маленькой пропорции, но венчик может повредиться от такого количества сыра сразу. Поэтому, кто будет взбивать сразу большую порцию, обратите на это внимание. Итак, сыр маскарпоне у меня здесь 500 грамм. Я перекладываю в дижу миксера. Все очень холодное. Кто не знаком с сыром маскарпоне, это сливочный сыр, итальянский сыр, это итальянский оригинальный продукт, который, ну, естественно, по всему миру готовится по итальянскому рецепту. Который содержит в себе большую жирность и очень мало соли. Вот это сыр сливочно-творожный, то, что я сейчас докладываю. Он очень нежный на вкус, он слегка солоноватый и очень такую нежную консистенцию имеет. Вот сейчас я покажу, это сыр Филадельфия сейчас у меня в руках, и я покажу вам, видите, насколько он тонкая, у него такая эластичная структура. Именно у сыра Филадельфия. Это сливочный творожный сыр. Это, как сказать, он тоже отличается от сыра маскарпоне тем, что он имеет соленую нотку в себе, и он менее жирный, чем сыр маскарпоне. Теперь я добавлю еще 100 грамм туда именно творожного сыра. Всего вместе сливочного и творожного сыра у меня будет 750 грамм. Видите? Какой он уже крупинками, как бы этот творожный сыр. Поэтому его можно, вот этот крем, сделать только с творожным сыром, но я добавляю больше сливочно-творожного, чтобы крем был более эластичный. И обязательно просеиваем туда, обязательно просеиваем всю сахарную пудру. Как бы мало у вас ее не было, если вам на маленькую порцию, все равно просеивайте, потому что сахарная пудра
всегда комкуется. Это сделать нужно обязательно. Я одеваю мою насадку, вот эту весло, лопатка, как хотите ее называйте, и добавляю все сливки туда. Сливки уже у меня очень хорошо размешаны с ванильным сахаром. Вы же можете ванильный экстракт добавить, все по вашему пожеланию. Вы можете для украшения вот такого торта, который я в начале видео показала, 1/3 от этой порции брать. Я все пропорции на маленький торт, я все это оставлю в описании к данному видео. Сейчас я буквально меньше минуты перемешиваю это все вот этой насадкой весло. Будет такая жидковатая консистенция, ее не нужно бояться, это так и будет в самом начале. Просто на больших оборотах я перемешиваю, чтобы все комочки у меня разошлись. Сначала на маленьких. И видите, я здесь не вырезаю ничего из видео. Вот буквально несколько секунд я это перемешала. Консистенция меня устраивает. Я меняю сейчас уже насадку на венчик, потому что сейчас уже венчик мой справится. Просто я это делаю только для того, чтобы пощадить мой венчик. Вы можете все это изначально делать с венчиком, но я просто боюсь за мой венчик, потому что венчики бывают и часто бывают ломаются. И теперь я вот здесь показываю в реальном времени, я не стала ничего здесь сокращать. Примерно минуту я буду взбивать такую огромную массу моего крема. И вы должны также смотреть, если у вас треть от этой массы, буквально 20-30 секунд он будет у вас взбиваться до полной уже готовности, потому что здесь у нас сыр маскарпоне, который можно перебить. И вот такая огромная масса, здесь почти 2 килограмма у меня взбивается буквально минуту. Этот крем готовится буквально за минуты, за считанные минуты, и с ним справится любой и каждый. Конечно же, он не такой бюджетный, этот крем, но он очень-очень вкусный. У него такой очень приятный, богатый сливочный вкус. На мой взгляд, он вкуснее для меня лично, чем крем-чиз. Крем-чиз еще будет, конечно же, на канале, и им будем также работать, но вот этот крем, он вот настолько эластичный, у него такой вкус очень изысканный и нежный именно этого крема. Все, крем мой готов. Вы посмотрите, буквально пару минут. Такая огромная масса. Я специально взбиваю, показываю вам, что даже такая огромная масса элементарно взбивается. Вот настолько эластичная консистенция у крема, гладкая. Кому нужен более бюджетный крем и очень бюджетный крем, это, конечно же, наш незаменимый белково-заварной крем. Ссылки я оставлю в описании к данному видео. Смотрите, проходите, учитесь его делать. И уже бюджетнее, чем белковый крем, нет никакого на свете. Я имею в виду для украшения тортов. Теперь обязательно всю эту массу я перемешиваю буквально пару секунд лопаткой, чтобы вышли лишние пузыри. И я вам показываю, какой он глянцевый, этот крем, и эластичный. И все, крем готов. Я им сейчас уже буду работать. Я сейчас вам покажу, как я отсаживаю им просто узоры. То есть я буду вот из этой же порции я буду украшать здесь 2 тортика и шапочки у 12 капкейков. Я просто не стала капкейки уже снимать, и второй тортик у меня с завитками. Но понятно, что капкейки, они украшаются вот так вот элементарно. Тут показывать нечего просто. Вот. Отсаживаем вот так вот шапочки, и уже капкейк у нас украшен. Смотрите, сейчас я вам покажу поближе, потом еще покажу ближе. Видите? Он очень хорошо держит форму, он идеально глянцевый, эластичный этот крем. Я очень советую его приготовить, и в принципе на треть от этой порции это будет не так уже и дорого его приготовить. Он идеально держит форму, он стоит сутки в холодильнике, он не растекается, он не плывет. Этот крем проверено уже многократно на собственном опыте. Он очень хорошо отсаживаются из него вот эти все бордюрчики, вензелечки. То есть капкейки вы можете украшать им смело. И также торты, не только домашние торты, но и торты, которые нужно транспортировать, конечно же, не в экстремальную жару. Вы посмотрите, какой глянцевый, красивейший крем. Это его натуральный цвет. Здесь он не окрашен никаким красителем. Сейчас я покажу, как он окрашивается так.
Любой бордюрчик из него отсаживается. Также я пробовала и насадкой розы отсаживать из него розы, тоже получаются великолепно. Здесь у меня тортик. Яблоневый цвет. Сборка этого торта есть на моем канале подробнейшая. 16 сантиметров в диаметре он у меня, и я сейчас буду его выравнивать. При вас я вам обещала, что я покажу его выравнивание, вот сейчас я это делаю. У кондитерского мешка я отрезала буквально 5 миллиметров, нанесла вот такие вертикальные полосы. Это я делаю для того, чтобы мне просто стянуть все мои крошки, связать. Это у меня такой черновой слой покрытия моего торта. Теперь я наношу также из кондитерского мешка уже по спирали полностью. Я окутываю как бы этим кремом, укладываю все это вокруг моего торта вот такими вот спиральками. Потом весь этот лишний крем я удалю, конечно же, шпателем. Я делаю это именно с боков для того, чтобы не образовалась у меня юбка, потому что крем достаточно тяжелый, и если мы начнем сверху, вверх у нас просто будет продавливать наши боковины, и поэтому сначала делаем это с боков. И просто обычным самым дешевым шпателем, вот таким вот пластиковым. Вы можете также ножом это сделать, у кого нет даже никакого шпателя. Если кто-то для себя домашний тортик хочет выровнять. Видите, где у меня был недостаток крема, я тут же дополняю, еще крем туда накладываю именно шпателем. Это сделать нужно обязательно, потому что не нужно ждать, что эта выемка у нас чем-то заполнится. Она не заполнится, ее нужно просто туда немножко подложить опять крема. И уже вот такие вот конечные штрихи делаем в выравнивании. Я специально здесь стала выравнивать этот торт на самом дешевом поворотном столике, чтобы вы видели, что даже на самом примитивном поворотном столике это сделать реально. Выравнивается торт очень и очень быстро. Вот именно этим кремом сливки с маскарпоне. Я не использую здесь ни воды, ни каких-то горячих шпателей. Все идеально выравнивается обычным пластиковым дешевым шпателем. И вот такой тортик в итоге у меня получается буквально за 5-10 минут выравнивания. Итак, сейчас я покажу, как я украшаю в дальнейшем этот торт. Я беру насадку 1М здесь у меня, который я и вот этот показывала вам, как бордюрчики из нее отсаживаются. Делаю такое кольцо из крема, чтобы потом на него отсаживать цветочки. Обычные гелевые красители здесь. И я также окрашиваю просто водорастворимые, не жирорастворимые, а именно водорастворимые красители. И я окрашиваю ими мой крем. Беру крема немного, потому что мне здесь немножко нужно. Я буду делать такие как бы яблоневые деревья, потому что внутри у меня торт яблоневый цвет, и мне хотелось вот изобразить какую-то аллегорию именно с яблоневыми деревьями. Видите, как он плавно разводится, этот крем. Шпателем я окрашиваю у моего кондитерского мешка сейчас стеночки. Вы можете также рукояткой от ложки это сделать, это еще удобнее делать. И внутри я заполняю просто неокрашенным цветом, светлым, да, кремом. Все. И теперь насадка у меня 135 фантазийной гортензии, сирень, незабудка, как хотите ее называйте. У нее штырь внутри. Размером она такая же, как 1М. И теперь я отсаживаю такие незамысловатые цветочки. И сделать буду такие шапочки, которые будут олицетворять собой просто, ну, как бы напоминать нам яблоневые деревья такие. Вы также можете это как расценивать, как шапочки у гортензии, также у цветов. Все, что угодно ими можно сделать. Также сирень можно сделать. Видите, такой незамысловатый рисунок. Теперь у меня насадка номер 70, обычный листик 10 мм. И я начинаю им отсаживать зеленый. Я также окрасила мой крем. Идеально окрашивается этот крем гелевыми водорастворимыми красителями, самыми элементарными. И отсаживаю также листики. Видите, вот такой нарядный тортик получается буквально за какие-то минуты. И не нужно никакого дополнительного, и не нужно никаких дополнительных подготовок для того, чтобы взбить такой крем. Буквально за пару минут вы можете на свой праздник домашний также сделать такой тортик. И крем получается вкуснейший, именно с маскарпоне.
И все, и в принципе я сейчас посыпаю еще сахарной посыпкой внизу, но это просто мне так захотелось, вы можете не посыпать. Еще второй торт я украшала из этой же порции крема, которую я большую взбила, просто завитки по бокам. Ссылку на подобные украшения я оставлю в описании к данному видео. И капкейки украшаются элементарно. Вот такой торт у меня получился. Буквально за какие-то полчаса я его украсила и взбила крем при этом еще. То есть кому нужен такой быстрый вариант украшения торта, смотрите, учитесь, и я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выхода новых моих видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.